Каждый профессиональный трейдер, во всяком случае уважающий себя трейдер, знает, что на графике существуют только спрос и предложение, покупатели и продавцы. Они задают тон рынка, и наша задача как трейдеров определить, кто сейчас доминирует. Спрос, предложение, покупатели или продавцы. Также каждый профессиональный трейдер знает, что график состоит из наборов различных паттернов, которые позволяют ему понимать, кто сейчас доминирует. Спрос, предложение, покупатели и продавцы. В этом видео я вам расскажу основные паттерны, с помощью которых вы будете понимать, кто сейчас доминирует. А значит, вы сможете принимать идеальные точки входа и делать идеальные сделки. Более того, комбинация этих паттернов позволит вам совершенно по-другому посмотреть на рынок. Посмотрите это видео до конца, если хотите зарабатывать на бирже. Первый паттерн называется фейк. Его еще называют фейки. Также он называется ловушка, также он называется захват ликвидности, также он называется ложный пробой. Терминов много в зависимости от того, какой школе принадлежит тот или иной трейдер. Суть заключается в следующем. Рынок создает движение за уровень с последующим импульсным возвращением, с формированием теней у свечи и разворотом. Здесь важная ключевая часть – это с последующим импульсным возвращением, прошу прощения за ошибку, и с формированием теней у свечи и разворотом. Вот схематичный пример. У нас есть серия бычьих свечей с последующим резким движением вниз и с проколом определенного уровня. Покажу это все сейчас на графике. Очень удачно это на медне произошло на криптовалюте. Очень удачно это произошло на медне на криптовалюте. Не знаю, когда вы смотрите этот ролик, но буквально пару дней назад криптовалюта очень сильно упала. Так вот, перед тем, как она упала, произошел как раз таки этот паттерн. Вот этот паттерн под названием фейк, фейки, либо ложный пробой. Названий, еще раз говорю, достаточно много. Здесь у нас есть уровень 20 тысяч. Рынок пробил этот уровень, и обратите внимание, что он делает дальше. Если бы здесь был обычный полноценный откат, которого ожидают все нормальные трейдеры, обычно рынок делает вот такое движение. То есть он доходит до этого уровня, и дальше движение продолжается. Но когда мы имеем данный паттерн, движение происходит резкое, импульсное в обратную сторону, и после этого такое же резкое, импульсное в другую сторону. В чем заключается суть данных паттернов? Предположим, вы крупные деньги, и у вас есть намерение, например, загрузить большую позицию в продажу. Например, заработать на так называемой маржинальной торговле, то есть заработать на движении вниз. Где вы будете находить людей, которые будут вам продавать позицию? Разумеется, сделать вот здесь будет достаточно проблематично, потому что это объективное дно, и здесь участники рынка наоборот покупают. Что необходимо сделать для того, чтобы люди активно вам продали позицию? То есть, чтобы загрузить свою позицию на продажу. Для этого вы можете повести цену наверх. Таким образом, участники рынка, которые продавали вот здесь, которые продавали вот здесь, которые продавали вот здесь в донышко, их было, конечно, не так и много, но тем не менее они были. Они начнут вам массово продавать свою позицию. Как это будет происходить? За счет исполнения их стоп-приказов. Ведь движение наверх для них означает потерю. А значит, они вынуждены сокращать свои убытки и выходить за счет стоп-приказов. Стоп-приказ продажи – это рыночный ордер на покупку. Вследствие чего у нас образуется большая бычья свеча, которую моментально поглощает крупный участник рынка. Что он будет делать? Рынок у нас двигается наверх за счет стоп-приказов, он просто-напросто выкупает весь этот объем. И рынок точно так же резко двигается вниз, поскольку он выкупает спрос, но предложение никто не выкупает. Более того, обычно крупный участник толкает рынок вниз. Мы не будем с вами ударяться сейчас в профиль объемов, в дельту и так далее. Это достаточно сложные штуки. Важно уловить вам обычную вот такую элементарную логику, что когда мы видим паттерн фейки, мы имеем движение за уровень. Это движение носит характерный такой импульсный признак. Зачастую здесь есть большие повышенные объемы, и зачастую это говорит о наличии крупного участника рынка, который с большой вероятностью и дальше будет двигать рынок вниз. Как далеко он будет толкать рынок вниз, сказать очень сложно. Но если ты увидел паттерн фейки, ты можешь заходить в продажу в моем конкретном случае, стоп-приказ выставлять за эту модель, take profit смотреть по обстоятельствам.
Причем этот паттерн под названием фейки, он случается и в большом, и в малом. Например, вот здесь произошло то же самое. Здесь у нас есть небольшой локальный уровень. 20 тысяч, 300, 20 тысяч, 200, примерно сюда. Обрати внимание, что произошло перед движением. Перед движением рынок вначале выбил всех по стоп-приказам и началось движение. Вообще, если ты видишь такие серьезные всплески за уровень, вот у тебя и здесь есть уровень, и ты видишь движения какие-то за уровень, импульсные, это всегда обычно говорит о наличии крупных денег. Следующий паттерн — это поджатие. Еще он называется наращиванием. Это похоже на классический паттерн треугольник, но в отличие от него может иметь разнообразные очертания. То есть вот у меня, например, пример — это треугольник, да? Многие говорят, что это тоже наращивание и поджатие. Можно точно так же сказать. Но иногда вы будете видеть, знаете, вот такую ситуацию, когда рынок чуть-чуть пойдет вниз и пойдет опять наверх. Это все тоже поджатие, все тоже наращивание, но немножко выглядит иначе. Вам здесь важно увидеть, что рынок у вас чуть-чуть потихонечку поджимается к определенной области. То есть здесь может быть и такая ситуация, когда рынок, допустим, подошел к этой области, начинает вот здесь вот пилить. Это не совсем треугольник, но при этом происходит такая пила. Достаточно часто происходит, кстати, на рынке Форекс почему-то это происходит. На обычном российском рынке я такого, редко видел, но бывает. То есть происходит опять-таки поджатие. Почему оно происходит? Опять столкновение покупателей и продавцов. Давайте мы с вами включим логику. Если рынок у нас поджимается к определенному уровню, что происходит на этом уровне? То есть я имею в виду, почему конкретно рынок начинает поджиматься к этому уровню. Такое может произойти только по одной причине. В случае, если здесь находится крупная заявка, и рынок не может сразу поглотить эту крупную заявку, рынок будет об нее топтаться. Представьте себе, что вы находитесь на овощном базаре. И вот у вас есть, например, рынок, где продают и покупают яблоки. И на этом рынке появился крупный продавец, у которого очень большая позиция, там на несколько тонн яблок. Сколько он времени будет продавать свою позицию? Я полагаю, что очень долго. И пока рынок не выкупит всю его позицию по его цене, по которой он поставил, рынок дальше не пойдет. Это с одной стороны, мы говорим о том, что здесь крупный лимитный продавец. Кстати говоря, у меня на канале есть видео, посвященное крупному покупателю и продавцу, лимитному покупателю и продавцу. Я оставлю ссылку в подсказках, перейдете, ознакомитесь и будете понимать крупных покупателей и продавцов. Это с одной стороны. Но в то же самое время, с другой стороны, у нас есть достаточно агрессивные покупатели. Каждый последующий максимум у нас становится выше предыдущего, а это означает, что покупатели готовы покупать по все более и более высоким ценам. Теперь давайте с вами подумаем, о чем нам говорит этот паттерн. Это паттерн силы или слабости покупателей? Вообще, о чем он нам это говорит? Это говорит паттерн о том, что в рынках у нас сильные доминирующие покупатели. И теперь, зная это, вы можете представить, что, допустим, в рынках у вас происходит такая ситуация. Рынок у вас растет, подошел к какой-то области, и у вас появляется такое потихонечку наращивание поджатия к уровню. Это означает, что покупатели настолько серьезные, настолько сильные, что они готовы покупать даже по верхам, даже по хаям. И это означает, что если рынок поглотит все-таки этого продавца, он резко сделает импульс наверх, поскольку этот продавец начнет массово выходить из своей убыточной позиции. Убыточная позиция с продажи – это покупка, следовательно, рынок сделает импульс наверх. Здесь важно сделать небольшое замечание. Когда вы находитесь внутри, в гуще событий, мы же не предсказатели, мы не знаем, хватит ли здесь силы у покупателей и продавцов, и когда ты находишься в позиции, подожди, чем это все закончится. Когда у тебя будет импульс, тогда будешь принимать решение. На ретесте примешь решение, либо когда рынок вот здесь вот где-нибудь сделает ретест, тоже примешь решение. Но когда ты находишься внутри, не покупай в пробой. Если ты конспектируешь это, зарисовываешь, обязательно себе зарисуй вот эту ситуацию, да, и напиши «не покупай в пробой». В то же самое время ты не должен покупать вот здесь вот, точнее продавать вот здесь вот от этого крупного лимитного продавца. Опять-таки, находясь вот в гуще событий, когда ты находишься внутри этого паттерна, понять о том, кто у тебя возьмет преимущество, в конечном итоге очень сложно. Вот пример подобного поджатия. Рынок до этого рос. И обращаем внимание, что каждый последующий максимум становится ниже предыдущего. И рынок как бы поджимается к этому уровню с обратной стороны. О чем нам это говорит? Нам это говорит, во-первых,
о том, что покупатели не готовы покупать по высоким ценам. Это в первом случае. Во втором случае это говорит о том, что здесь прямо по верхам покупает какой-то чудик. И, естественно, если рынок поглотит этого чудика, будет импульсное движение вниз. Что здесь, по сути дела, и произошло. А теперь мне бы хотелось, чтобы ты открыл свой график и нашел несколько поджатий. Я более чем уверен, что ты найдешь несколько поджатий и тоже найдешь подобную схему. Когда рынок поджимается к какому-то уровню, а потом происходит импульсный пробой. Потом будет ретест, на котором ты заработаешь, но до этого мы дойдем. Итак, что касается поджатия, наращивания, ты понимаешь, что это всегда говорит о достаточно сильных покупателях либо продавцах. Следующий паттерн называется грязный разврат. Следующий паттерн называется грязный возврат. Еще его называют грязный ретест. Этот паттерн полюбился западным трейдерам, но почему-то в России я вот ни разу не слышал, чтобы кто-то про него говорил. Он представляет из себя возврат в область разворота предыдущего колена, где рынок перенасыщен стоп-ордерами. Иногда трейдеры подобное явление называют дозагрузка умных денег. Если я сейчас сказал для тебя, как на инопланетном языке, мой тебе совет: перестань смотреть эти бесплатные вебинары, купи наш курс обучения. И будешь в этом во всем разбираться. Но если упрощать, в чем заключается суть? Суть заключается в том, что рынок, например, растет, создает колено, да, вот такое колено, и ты ожидаешь обычно здесь появления, какого-то ретеста, грубо говоря, примерно сюда. Но в данном случае здесь такого ретеста не происходит. В данном случае ретест происходит в эту область, вниз, где рынок перенасыщен стоп-ордерами. Теперь, предположим, ты крупный участник рынка, и тебе необходимо загрузить позицию на покупку. Где ты это будешь делать? Понятное дело, что вот здесь вот покупать прям по хаям, можно, но достаточно опасно. Плюс от твоей заявки, как в случае с наращиванием, рынок может попросту улететь, или тебя могут просто разобрать по косточкам. Ты можешь повести рынок сюда, тем самым ты можешь привлечь продавцов. Хорошо, зададим тогда другой вопрос. А откуда здесь продавцы? Оттуда, товарищи, что все это движение наверх в рынках покупали. Мой сенсей 10 лет тому назад говорил замечательную фразу, никогда не забуду. Цена — это как реклама, она привлекает к себе покупателей или продавцов. Когда рынок растет, естественно, все участники рынка хотят покупать. И чем больше рынок растет, чем понятнее рынок растет, тем больше здесь будет покупателей. Как только рынок идет вниз, все эти люди, которые вот здесь заходили по верхушкам в покупку, они начинают терять деньги. Следовательно, они будут выходить из позиции. Какая-то часть, наверное, выйдет вот здесь из позиции, какая-то часть выйдет чуть-чуть ниже. Но где основная масса будет? Основная масса будет за ближайшим минимумом, то есть примерно где-то вот здесь. Именно здесь, в рынках, и будет находиться максимальная концентрация их стоп-ордеров. И пока одни люди теряют деньги, крупный участник или умные деньги загружает свою позицию. Вся эта область является областью, куда цена может дойти. И в случае, если в этой области рынок сделает, например, импульсное движение вниз, или по каким-то причинам здесь появится двойное донышко и начнется рост, ты можешь быть уверенным, что здесь с огромной вероятностью рынок и дальше пойдет наверх, причем очень сильно. Я понимаю, что этот паттерн для тебя, наверное, если ты начинающий, очень сложный. И очень сложно вот так вот быстро втянуться в этот процесс и быстро понять, да, о чем здесь еще вообще идет речь. Просто улови общий смысл, что у тебя есть место, куда рынок может дойти, где все массово будут выходить из своей убыточной позиции. И пока все участники рынка, большинство выходят из убыточной позиции, крупные деньги наоборот заходят. Но ты должен сам понимать, что если заходят крупные деньги, понятное дело, что здесь будет хорошее движение. Вот этот пример. Обрати внимание, как эти паттерны чередуются. Например, вот здесь был треугольник, а вот чуть дальше здесь появился вот этот вот грязный ретест, грязный возврат. Вот этот пример. Рынок у нас выстрелил наверх, создал колено, и вот у нас появилась целая область, до которой здесь доходит. Рынок заходит внутрь этой области, щупает здесь дно, и что же мы видим на конце этого дна? Что же здесь мы видим? Мы здесь видим мои любимые останавливающие свечи, так называемые. В этом ролике про них не будет, но я оставлю ссылку вам для того, чтобы вы посмотрели ролик касаемо останавливающих свечей. Вот у нас свеча. Вот у нас свеча,
И они все с большим объемом. Не ударяясь в детали, все это указывает на то, что здесь происходит забор, так сказать, вот этой так называемой ликвидности, вот этих вот денег у трейдеров, которые находятся в убытках. А следовательно, с огромной вероятностью, если рынок здесь нарисует новое донышко, а здесь это и произошло, он сделает несколько иксов. Кстати говоря, это мой один из любимых паттернов, я это очень часто торгую. И еще тебе порекомендую мой плейлист с моими живыми сделками. Он здесь на канале находится, где я как раз таки это торгую на реальные деньги. Посмотришь, будешь понимать. Хорошо. Четвертый паттерн — это тройное и более нажатие. То есть его может быть четверное, пятерное нажатие и так далее. Выглядит как поджатие, но в отличие от него здесь нет четкой области разворота. А каждый последующий минимум и максимум становится выше или ниже, но силы активной стороны постепенно ослабляют. Что имеется в виду? Примерно подобный сценарий. То есть выглядит примерно как поджатие, но в поджатии ты имеешь вот такую структуру, то есть ты имеешь четкую область плюс-минус, а когда мы имеем тройное и более нажатие, здесь нет четкой области. Но при этом рынок всегда демонстрирует новый максимум либо минимум. Проще, наверное, показать это на графике. И еще раз обрати внимание, что здесь был паттерн треугольник, здесь произошел грязный разворот, так называемый, а вот у тебя тройное либо четверное поджатие. А вот у тебя тройное либо четверное нажатие. Вот что я имею в виду. Здесь у нас было движение наверх. У нас сформировался максимум, минимум. Следующий максимум, минимум у нас выше предыдущего, но при этом силы ослабевают. То есть ты можешь посмотреть наклон вот этой волны и вот этой волны. Это характерная черта. И она указывает не на силу, в случае с поджатием мы говорим о силе, а здесь наоборот. Это все указывает на слабость продавцов. Потому что продавцы не готовы покупать по высоким ценам. Они создают новые максимумы, но при этом каждый раз им требуется больше времени, чтобы создать этот максимум. Более того, каждый раз они создают этот максимум все ниже, 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 ниже и ниже. Здесь, знаешь, могла бы быть и вот такая ситуация, допустим. Вот такая могла бы быть ситуация. То есть рынок пытается как бы нажать на определенную область, но каждый раз у него сил становится все меньше, 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 меньше и меньше. Это паттерн разворота. Поскольку это все указывает на то, что в рынках заканчиваются в нашем конкретном случае покупатели или продавцы для зеркального примера. А это означает, что рынок перенасыщен этими покупателями. И в случае, если случайно буквально рынок пойдет против них, что они будут делать? Они будут выходить из своих убыточных позиций, а следовательно, рынок продемонстрирует новое движение вниз. Ведь для того, чтобы выйти из покупки, нужно продать, и поэтому происходит движение вниз. Если здесь не будет крупных умных денег, если здесь не произойдет нового притока покупателей, то с огромной вероятностью ты увидишь, как вот здесь на примере, импульсное движение вниз. Это все те олухи, которые вот здесь покупали, вот здесь покупали, вот здесь покупали. Они выходят, и следовательно у нас происходит такое движение. То есть ничего сложного. Следующий классический паттерн флаг. Представляет из себя контртрендовый откат, при этом важным элементом является пилообразность движения. Значит, что имеется в виду? Обычно, когда мы имеем трендовое движение, обычно откаты происходят таким каким-то полноценным быстрым движением. Но во флаге ничего подобного нет. Обычно происходит вот такое движение. Пилой идет пилой. В чем примечательность флагов? В том, что флаги могут длиться очень долго. И в том, что флаги обычно могут перетекать даже, в принципе, в разворот тренда. Поэтому, когда ты видишь флаг, понимаешь, что это надолго. Когда все это закончится, неизвестно. Может быть, это вообще закончится разворотом. И твоя задача просто подождать, когда рынок пробьет этот флаг, да, то есть, когда будет у тебя пробой и полноценный разворот. Тогда ты сможешь заходить, соответственно, в позицию. До этого момента мой тебе совет: лучше просто подожди, чем это все закончится, и уже тогда заходи. Вот пример флага. Еще раз обрати внимание, что вот здесь был пример нажатия, до этого был пример треугольника, до этого был пример грязного отката. То есть паттерны, по сути дела, чередуются, как-то комбинируются между собой. Это те, которые я сегодня рассказал. Понятное дело, что их достаточно много, и ты можешь, в принципе, изучив мой канал, вообще понимать, как это все работает. До этого паттерна мы тоже дойдем. Ну что ж, обрати внимание, что здесь есть трендовое движение, это важный элемент, когда мы имеем флаг, и мы имеем полноценную такую пилу в противоположную сторону. Она может длиться достаточно долго.
Когда она закончится, одному богу известно. Поэтому, если ты застал, понимай, что это точно надолго. Если ты имеешь откат, ты имеешь вот такое движение. То есть произошел быстрый откат, ты толком ничего не понял, произошел и произошел. Когда ты имеешь флаг, ты имеешь вот именно такое. Пилу прям это мама дорогая. За мою практику такие пилы длились очень долго, и они пропиливают с чёртом матери. Следующий паттерн — это дивергенция цены. Называют трейдеры на Западе. У нас в России называется аномальные движения. И в чем суть их? На четко сформированном движении, которое вот куда-то движется. И оно, в принципе, понятное, да? Происходит как бы на пустом месте. Не было ни уровней, там, ни новостей каких-то. Ничего такого не было. И при этом характер происходит вот этого контрдвижения, которое происходит на этом фоне, оно обычно не похоже на откат. То есть, когда мы имеем какой-нибудь откат, мы себе представляем, ну, какое-то вот такое движение, да, либо пилу какую-то. А вот пример у нас подобного движения. Это на Западе называется, еще раз говорю, на Западе, дивергенция, да, то есть расхождение того, что мы хотим увидеть, того, что происходит. Вот этот пример. Здесь у нас есть полноценное движение вниз, даже похожее, в принципе, чем-то на пилу, на предыдущий паттерн. Потом у нас внезапно появляется резкое движение вниз, резкое движение вверх. Вообще, что происходит? Ну, то есть, внезапное происходит, и чаще всего это говорит о развороте. Разворот будет происходить либо сразу, либо через некоторое время. Здесь разворот произошел через некоторое время, но в других случаях это может произойти достаточно быстро. То есть рынок может здесь найти точку опоры и точно так же развернуться. О чем нам это свидетельствует? Это говорит о том, что в рынок зашли крупные капиталы. Не ломай голову, не забивай, из-за чего они зашли. Вышел какой-то инсайт, еще что-нибудь, ты никогда этого не узнаешь. Ты можешь по графику сказать, что крупные капиталы зашли. И если в рынок зашли крупные капиталы, это говорит только об одном. Это говорит о том, что рынок сейчас будет куда-то двигаться. И будет двигаться достаточно серьезно. Поскольку крупные капиталы всегда что-то знают. И даже если они не знают, если они будут выходить из своих убытков, этих капиталов, естественно, этих убытков будет настолько много, что они точно так же повлияют на цену. Твоя задача просто следить за этим и заработать на этом. Поэтому, если ты видишь что-то такое аномальное, это всегда повод задуматься. Но здесь, конечно, вам нужен опыт, потому что, понятное дело, в каких-то других ситуациях, например, новички бы сказали, что вот это аномальное движение. Да, и, в принципе, они бы были правы со своей колокольни, потому что, ну, действительно, оно аномальное, оно немножко отличается от других. Но здесь важен именно вот прям такое, что очень редко встречается. Здесь, конечно, опыт будет решать. Следующий паттерн 1, 2, 3. Данный паттерн представляет из себя, ну, по сути дела, метод анализа минимумов и максимумов, где каждый минимум и максимум имеет свое обозначение. В случае пробоя точки 2 чаще рынок разворачивается в противоположную сторону. Что имеется в виду? Вот у нас есть такое движение. Мы, по сути дела, даем здесь 1, 2, 3. То есть на минимуме у нас цифра 1, на максимуме 2, здесь 3. В случае, если мы пробиваем точку 2, мы ждем отката к этой точке и здесь заходим в позицию. Точно так же дальше мы считаем 1, 2, 3. И если по каким-то причинам здесь не произошло движение наверх, а произошло движение вниз, и при пробое точки 2, мы точно так же ожидаем, соответственно, ретест. То есть, в чем суть этой теории, в чем суть логики? В том, что если в рынках у тебя есть такое движение, это свидетельствует о том, что покупатели были готовы, в моем случае, покупать по высоким ценам. Когда мы пробиваем точку 2, это означает, что в рынках хватило сил поглотить всех продавцов, которые здесь находились. Откуда появились эти продавцы? Потому что дорого, потому что здесь локально дорого. И, следовательно, в этой точке участники рынка хотели продавать. Причем хотели продавать очень сильно, потому что мы находимся на верхах. Как следствие, если у рынков достаточное количество покупателей в рынке, естественно, рынок их поглощает, и дальше на вот стопах вот этих товарищей, которые здесь все-таки умудрились зайти в продажу, рынок дальше и делает новое движение, и происходит новое движение. Опять же,
Я не знаю, есть ли мне смысл здесь демонстрировать этот метод анализа. Ты можешь его применять к любому. Ну вот, например, даже вот в этом паттерне, в котором мы смотрели, ты можешь здесь увидеть, например, 1, 2, 3. То есть вот у тебя точка 1, вот у тебя точка 2, вот у тебя точка 3. Мы пробили точку 2, но ретеста здесь не было. Считаем дальше. Вот у нас точка 1, вот у нас точка 2, вот у нас точка 3. Пробили точку 2, откатили к ней с обратной стороны. Вот здесь вот могла быть какая-то твоя небольшая краткосрочная точка входа. Ну, я так говорю для видео. Понятное дело, что здесь бы, если мы говорим о реальной торговле, здесь бы ты не успел среагировать. Но суть паттерна вот именно в подсчете. 1, 2, 3, 1, 2, 3. И ты всегда за этим следишь. 1, 2, 3. Пробили точку 2, ожидаем к этому месту мы последующего ретеста. Вот у тебя происходит здесь ретест и происходит движение. Кстати говоря, вот здесь произошло поджатие, но здесь оно не сработало. Это то, о чем я говорил, что всегда следим за реализацией, никогда не входим внутрь этого поджатия, поскольку здесь было поджатие вниз, видим, что оно не сработало. Следующее – это замедление. В данном случае трейдер должен заметить снижение размеров свечей, где каждая последующая свеча меньше предыдущей. При этом рынок формирует своего рода замедление движения. Идеально, если данный паттерн появляется на больших объемах. Давай я просто продемонстрирую тебе на том же самом примере. Примеров на самом деле огромная масса, и ты можешь увидеть, например, вот здесь вот замедление. Вот у тебя рынок выстрелил наверх. А еще раз говорю, обрати внимание, как эти паттерны чередуются. Это просто удивительно. И в данном случае обрати внимание, как у тебя здесь последующие свечи становятся меньше предыдущих. Вот у тебя пример замедления. Вот у тебя пример замедления. То есть рынок делает большую свечу, потом меньше, 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 меньше замедляется. О чем нам это свидетельствует? Нам это свидетельствует всегда о наличии достаточно слабых, в моем случае, покупателей. Поскольку каждый раз покупателей уже не хватает для того, чтобы делать новые максимумы, захватывать новые цены. И в рынках количество покупателей снижается, они ослабевают. А значит, если, например, здесь есть серьезный уровень, или если, например, рынок перекупили, как в моем случае, ведь такое большое движение, понятное дело, что все, кто хотел купить, они уже купили. И для того, чтобы покупать дальше, выше, в рынках должны появиться капиталы. Не будет же цена постоянно, естественно, расти, да, и лететь в космос. Такое происходит, конечно, но очень редко. И, естественно, из-за того, что в рынках нет капиталов, все-таки они откуда-то появляются, небольшие свечки появляются, чуть-чуть движение наверх, и рынок перенасыщен вот этими покупателями в моем случае. Небольшой искры хватает для того, чтобы свалиться вниз. Что здесь и происходило? Ведь здесь тоже люди покупали по верхам. Здесь покупали. И как только рынок пошел вниз, они начинают массово выходить из своих покупок. Причем принцип замедления применим как в больших каких-то масштабах, так и в маленьких каких-то масштабах. Вы можете применять этот принцип и к подсчету волн, то есть не обязательно вам просто следить за свечами, вы можете следить за волнами. Например, здесь была вот такая волна, такая волна, такая волна. Кстати, мы этот пример уже смотрели. И происходит потихонечку замедление движения, да. Вы можете применять, еще раз говорю, на любом этом таймфрейме, на любом... Это, по сути дела, даже целая стратегия. То есть вы можете применять это как целую стратегию. Прикрутите сюда риск-менеджмент, ставьте свои стопы, ставьте цели, можете на этом зарабатывать. Многие трейдеры, кстати, так и делают. Почему вы это не делаете, до сих пор для меня загадка. Поглощающая свеча. Это следующий паттерн. И он, в чем его суть? Во-первых, если вы начинающий, конечно, вам везде будут казаться эти поглощающие свечи, но улови просто суть. В рынке появляется свеча против движения, размер которой в несколько раз больше предыдущей свечи. Идеально, если эта свеча появляется на уровне после замедления. Пожалуй, знаешь что? Давай знаешь, как сделаем? Вот если ты торгуешь меньше 1,5 лет, мой тебе совет: не используй, иначе запутаешься. Но если торгуешь больше 1,5 лет, в принципе, можешь использовать. В чем здесь будет крыться основная опасность? Основная опасность будет крыться в том, что ты можешь увидеть на движении вот здесь вот, например, да, тоже поглощающую свечу, направленную, например, вниз. И захочется зайти против тренда. Вот так делать не нужно. Вот, но если ты увидел, например, уровень, и на уровне появляется подобная свеча, и направлена она вниз, это хороший сигнал для того, чтобы заходить здесь в продажу. Стоп-приказ выставляешь за эту свечу, ну так профит смотришь, соответственно, по обстоятельствам.
И в будущем тебе скажу, в будущем эта свеча, вот сама эта формация будет для тебя являться областью, в данном случае областью предложения. Если рынок по каким-то причинам вновь дойдет до этой области, ты можешь то же самое искать здесь продажи. Это еще называется так называемый, если память мне не изменяет, ордер-блок или блок заказа. Что-то такое. По-моему, блок заказа это называется. Еще раз говорю, каждый трейдер пытается придумать какой-то свой уникальный термин, переименовывая постоянно различные паттерны. Зачем вы это делаете, я понятия не имею, но это называется, да, это называется блоки заказа. У меня, кстати, на канале есть видео, посвященное блокам заказа. Но логика здесь очень простая. Если ты имеешь, например, полноценное трендовое движение, в рынках у тебя заходят покупатели, значит, они достаточно сильные. Еще раз напоминаю этот принцип. Цена – это как реклама. Она привлекает к себе покупателей, да, в нашем конкретном случае. Она привлекает к себе, чем понятнее, чем она идет наверх, она привлекает к себе больше покупателей. Но если в рынках происходит какое-то движение в противоположную сторону, это означает, что сюда зашли продавцы. Правда? Ведь если у нас происходит движение в обратную сторону, для этого потребовались, наверное, какие-то капиталы. А если сюда массово зашли продавцы, и причем они достаточно сильные, здесь ты, кстати, можешь увидеть еще появление объемов, это свидетельствует чаще всего о крупных деньгах, о умных деньгах, о крупном игроке, можешь называть как угодно. И это означает, что если все-таки здесь произошло то, о чем мы подразумеваем, здесь зашел какой-то крупный продавец, вот эти товарищи, которые здесь покупали, они начнут массово выходить из своей позиции, они не хотят находиться в убытках. И понятное дело, для того, чтобы выйти из своей прибыльной покупки, либо выйти из своей убыточной покупки, если ты покупал на верхушке, тебе необходимо продать. Вследствие чего у тебя будет хорошее полноценное движение вниз. И твоя задача просто вовремя это распознать и заработать на этом вместе с крупными деньгами. Не будем далеко ходить. Вот здесь на верхушке вот пример этой поглощающей свечи. Здесь примера нет, обрати внимание, то вот эта свеча, она поглощает, да, в себя несколько предыдущих, а здесь подобного не было. Ну, как бы было, но прям с очень большой натяжкой мы можем это отсечь. А вот пример поглощающей свечи. Почему мы не рассматриваем вот здесь пример поглощающей свечи, вот здесь? Потому что здесь не было уровня. В отличие от вот этой области, здесь есть уровень, и мы можем смотреть здесь поглощающие свечи. А вот здесь вот они работать 100% не будут. И обрати внимание, что движение может произойти не сразу, оно может произойти через некоторое время. И оно может произойти в рамках, например, какого-то отката. Все-таки, когда мы говорим о поглощающей свече, мы говорим о том, что здесь идет речь о таком контртрендовом движении, и оно локальное больше. Оно может перерасти в глобальный какой-то разворот, но оно начинается именно с локального движения. Здесь, кстати, тоже был пример поглощающей свечи. Вот у тебя пример поглощающей свечи. Вот пример поглощающей свечи. Опять же, я не знаю, есть ли здесь уровень. По-моему, здесь не было никакого уровня. Надо будет посмотреть. Да, здесь не было никакого уровня, поэтому можно как раз-таки отсекать этот момент. Уровень был гораздо выше. Здесь произошел разворот мимо уровня. Что ж, давай еще раз повторим. Первое, это фейки, еще называются ловушки, еще называется ложный пробой. Рынок создает движение за уровень с последующим импульсом и с возвращением, с формированием теней у свечи. То есть происходит такая штука. Второй паттерн у нас наращивание или называется поджатие. Рынок поджимается к уровню, может быть разные поджатия, может быть в виде треугольника, может быть в виде какой-то пилы потихонечку происходит поджатие. Обычно это свидетельствует о мощном, в моем примере, покупателе, и находясь в гуще событий, понять о том, куда это все расторгуется, невозможно, но в случае пробоя можешь ждать ретеста и заходить, соответственно, на ретест. Следующее, грязный возврат, либо ретест. В данном случае мы имеем подобное движение, рынок формирует колено, после этого уходит и вновь возвращается в это колено. Здесь происходит либо пробой этого колена, либо просто возвращается в эту область и дальше происходит, соответственно, разворот. Обычно это свидетельствует о умных деньгах. Следующее, это тройное и более нажатие. Выглядит как то же самое поджатие, но в отличие от него, здесь мы всегда будем иметь нечеткую область и всегда будем иметь какой-то наклон.
Следующее это флаг. Представляет из себя контртрендовый откат. При этом важным элементом является пилообразность движений. Здесь нет четкого движения. Обычно рынок двигается пилой против движения. Дивергенция цены, то есть аномальное движение. Здесь, я надеюсь, понятно. Вроде бы в рынках понятное движение, потом происходит против этого движения в обратную сторону. В общем, происходит непонятное что-то. И вот это непонятно всегда должно быть очень-очень серьезно. Паттерн 1, 2, 3. На каждый минимум и максимум мы ставим по цифре и следим. В случае пробоя точки 2 ищем ретест к этой точке с обратной стороны и тогда, соответственно, заходим в позицию. Замедление. Каждая последующая свеча либо волна становится меньше предыдущей. Это указывает о слабости. Ну и, конечно же, поглощающая свеча. В рынках появляется свеча против движения, причем она поглощает как бы предыдущие свечи и происходит полноценный разворот. Хорошо, вот что я тебе еще порекомендую. Паттерны это, конечно, хорошо, но если ты надеешься, что сейчас зазубришь все эти паттерны, будешь их искать на графике и будешь зарабатывать, я спешу как бы не с очень хорошими новостями. У тебя не получится это сделать, ты не сможешь так зарабатывать, потому что ты не знаешь определенных секретов, определенных ключей, и ко всему нужно подходить планомерно и комплексно. Ты не можешь изолированно выучить паттерны, не зная, что такое, например, стоп-приказы, не понимая, куда их поставить, не понимая, как делать анализ рынка, ты не сможешь на этом зарабатывать. Я тебе предлагаю пройти наше обучение. Оно как раз-таки посвящено тому, чтобы ты понимал все в комплексе. Ты в комплексе узнаешь, во-первых, о покупателях и продавцах, ты составишь свою торговую систему, ты научишься читать спрос и предложение, и самое главное, ты научишься зарабатывать на рынке, не изубря паттерн. Ты поймешь, как это делать. Наши студенты это делают прекрасно. Я это делаю прекрасно. Откройте мой канал, посмотрите, как я это делаю. Вы будете делать точно так же, потому что я не просто, знаете, какой-то гений или что-то в этом духе. Вы будете делать точно так же. Это вопрос просто вашего навыка, вопрос вашей торговой системы и вопрос вашего качества торговли. Просто вопрос навыка, не более того. Поэтому переходите по ссылке, покупайте наше обучение, втягивайтесь в этот процесс, набивайте руку и зарабатывайте. Счастливо вам, до встречи в новых видео. Зарабатывайте!